Оказывается, у нас так много общего с корейцами, что вся их продукция распространяется как вирус. От, казалось бы, простых игрушек, RF Online и дохренища других MMORPG, Crossfire и дохренища других шутеров, доходит до ежедневной рутины, такие как зубные щетки, шампуни, пасты. Боже, да я скоро сам стану корейцем. Они не просто промывают нам мозги, а также стараются и косметически преобразить. Ладно, шутки в сторону. Crossfire в 2023 году. Начнем сначала с плохих новостей. В феврале этого года сервера Crossfire будут отключены. Не буду разглагольствовать, хорошо это или плохо. С одной стороны, она возраста с моего младшего брата. Охренеть, уже 15 лет. С другой стороны, задонатили в нее очень много денег. Поэтому всю эту дискуссию я оставлю вам. Как хорошо я устроился, пытаясь усидеть на двух стульях. С моей же стороны вспомним, что такое Crossfire, как он играется в последний момент перед закрытием серверов, и постараемся его сопроводить как подобает старичкам. Cross, мать его, Fire. Условно-бесплатный южнокорейский тактический сетевой шутер от первого лица. Разработчиком игры является компания Smilegate. В Корее издательством игры занимается южнокорейская компания NeoViz. В России, а также на территории СНГ издательством и локализацией занимаются наши невероятно добрые, бескорыстные друзья Mail.ru. В 2012 году Crossfire стала основной экшен-дисциплиной киберспортивного мероприятия World Cyber Games. Crossfire использует бизнес-модель free-to-play и микротранзакции. Мистер Кабан, спасибо за информацию с Википедии, но давайте что-то более насущее. Я вас услышал? Окей. Начнем с установки игры. По сути, все, что поменялось, это только VK Play. Точнее, его название и картинка, что ли. Ваши достижения, если Mail.ru это достижение, то окей. Ваша почта, все это осталось и не нужно создавать по-новому. После установки игра весит 10 гиг. Держу в курсе. Переходим к сюжету. Вы играете за спецназовцев или террористов. Игра посвящена противостоянию двух группировок – Global Risk и Black List. Первая объединяет отставных бойцов сил специального назначения со всего мира и ставит своей целью борьбу против терроризма и защиту общечеловеческих ценностей. А вот Black List не чурается помогать террористам, если те хорошо заплатят. Локации. Их много и они действительно сделаны с головой. Помимо стандартных заводов и портов, бои проходят в секретной лаборатории, на грузовом судне, в Мехико, Колумбии, Египте, Монако и даже среди развалин древнего храма. Режимы. Как и во всех южнокорейских шутерах, их много. Начиная с обычных дэтматчей, где нужно команде набрать первыми определенное количество киллов, и заканчивая такими как командная битва, что-то по типу КС. Даже карта похожа на всеми известный Dust 2. Кстати, прикольно сделано. Мы появляемся с оружием и за определенное время нужно всех перебить или поставить бомбу. Уничтожение начинается с ножами и подбирайте оружие с земли. Ну и всеми любимый по какой-то причине зомби-режим. Его пытаются везде добавить, даже в тех же танках Блиц. Я до сих пор не понимаю, почему. Ну окей. Столь внушительное количество режимов присутствует отнюдь не для галочки. Все они действительно увлекательны и разнообразны. Оружие. Какой-либо техники в Crossfire по сути нет. Прежде всего это очень динамичный шутер. Участвуя в сражениях, вы получаете опыт, звания и очки, на которые можно приобрести более мощную экипировку. Как всевозможное оружие, так и различные средства защиты. Ну и естественно всегда можно облегчить себе жизнь, покупая продвинутую экипировку за реальные деньги. Потратить их можно было потому, что в середине января прекратили принимать все возможные донаты на большое количество пушек. Их здесь очень много, и мое почтение, видончик отличный. В принципе, как и подобает всем корейским играм. Я, конечно же, не любитель таких дерзких раскрасок, мне больше нравится реализм по типу Tarkov, Days и так далее. Но, как говорится, на вкус и цвет. К тому же у меня на складе появились новые пушечки, автоматы, снайперки, ножи и пистолеты. Откуда все это взялось, не знаю. Возможно, выдали после какого-то ивента или после закрытия приемов платежей. Типа напоследок, чувак, побегай, постреляй, все равно мы у тебя их скоро заберем. При
первом входе в игру стрельба мне показалась довольно-таки знакомой. И как только я взял в руки оружие, напоминающее М-ку, сразу понял, да, это КС 1.6. Стрельба, в которой довольно-таки сложная, уникальная и не прощающая ошибки. Уникальная. Почему я так сказал? В моей голове я вижу три основных вида стрельбы. Стрельба типа CSGO. Сама CSGO, собственно, и Valorant. Возможно, где-то еще. Я в столько шутеров переиграл, что уже не помню. Стрельба типа Battlefield. К ней относятся Warzone, Apex и так далее. Ну и универсальная стрельба. Я ее во многих обзорах называю Crossfire'ская. После нее, как мне показалось, полетели шутеры с похожим видом стрельбы. Это Point Blank, Combat Arms и много, очень много других шутеров. Я назвал это как базис видов стрельбы. По факту, если уж углубляться, стрельба во всех играх требует разный подход. Так вот, Crossfire'ский вид стрельбы достаточно сложный, особенно для тех, кто играл в только Warzone или только CSGO. Будете гореть, будете кричать и будете плакать. На мое удивление, в Crossfire я быстро приноровился, начал делать киллы и выходить в плюс КД. Хотя в саму игру я играю, наверное, часов 5. 3 часа в 2021 году, когда делал обзор на Crossfire, и чуть более 2 часов прям вот сейчас. Интерфейс. Для монитора 27 дюймов и 2К разрешения все походит на мобильную игру. Огромный интерфейс, причем даже сам интерфейс пиксельный. Как вы знаете, хвалить сложнее, чем хейтить. Скажу лишь следующее. Интерактивное меню удобное, все четко, ясно и понятно. До сих пор не могу понять одной причины. Кто знает, напишите. Во многих стареньких шутерах при смене разрешения нужно перезаходить в игру. Это сделано неудобно и как минимум в 2023 году странно. К тому же 2К разрешение у меня как бы есть, но оно не ставится. Настроить чувствительность для прицела можно в, о боже, настройках игры. Многим покажется это странным, типа чел. 99% игр так все и делается. Но после Combat Arms, поверьте, где настройка чувствительности в прицеле производилась с помощью клавиш, по-моему, плюс или минус. Я честно об этом не знал. Спасибо ребятам, кто написал в комментариях. Я стал более внимательным к таким, казалось бы, мелким деталям. Наличие кланов, рейтинга, нашивок привносят в игру дополнительный дух соперничества и своеобразный шарм. Попав в клан или создав свой собственный, вы обретете постоянных напарников в будущих играх. Как известно, играть с друзьями по оружию даже в самые отстойные игры, как вы знаете, весело. А в сочетании с системой рейтинга у вас появится возможность занять топовые места, как вместе с кланом, так и в соло. Рейтинг лично для меня всегда играет первостепенную задачу. Все-таки это соревновательный шутер. Всегда есть желание потратить часиков 100 на тренировку, а после пойти в рейтинг и соревноваться за ранг. Многие игры, которые я обозревал, рейтинга либо нет, либо он сделан крайне ничтожно. Что играть в такое, это себя не любить. А сейчас, дорогие телезрители, ворвемся в игру и рассмотрим в лайв режиме все более детальней. Специально для тех, кто давно не играл в Crossfire, либо для будущего поколения, которые не застали эту игру, но все-таки интересно, какой у него был видончик, интерфейс, игра и так далее. Начнем с менюшки. У нас здесь есть вкладки «Играть», «Склад», «Капсулы», «Магазин» и «Рынок». На первой вкладке «Играть» у нас доступен рейтинг. Я в него, увы, не могу играть. Нужно звание лейтенант или выше. Слева у нас награды, режим зомби и скоро. Скоро, не знаю, что скоро именно. По всей видимости, еще не убрали, либо хз, потому что магазины уже недоступны. И регистрация новых игроков тоже недоступна. Нас же интересует это обычный. Далее выбираем сервер, на котором хотим поиграть. Лутаем нашу награду. И вот как у нас выглядит лобби. Ну и, конечно же, одна из самых интересных вкладочек. Это данные. Нажимаем на нее. Здесь общая информация, с какой пушкой бегаем, с какой пушки сколько раз убили, победили, проиграли, хедшоты, гранаты и так далее. Статистика каждого из оружия. На следующей вкладке у нас есть режим испытания. Как вы можете наблюдать, есть преимущество по уровню, то есть 1-10 уровень получает бонус к опыту в районе 5%, 11-20 левел 10% и 21-30 12%. Здесь же мы можем приобрести себе улучшение, допустим, повышает здоровье, нажимаем улучшение и повышаем себе хпшку уже на 5. Есть улучшение системы защиты, допустим, турелька, награда за босса. В общем, первая вкладка касается именно ПВЕ. Переходим на жетон. Жетончики — это самая интересная фишка во всех шутерах. Это лично мое мнение, потому что благодаря жетонам есть мотивация и смысл играть. То же самое касается и рейтинга. Здесь же нам нужно убить с винтовки 125 и получим жетончик. Коллекция оружия. Нас это в принципе не касается и сейчас уж тем более, потому что, к
примеру, летняя коллекция. Нам нужно получить 4 пушечки. Получается они с помощью капсул. Может быть как-то еще, я не знаю. Кто знает, можете написать. И далее лутаете себе уже АК с каким-то интересным скинчиком. Достижения. То же самое. Без них никуда. Это неотъемлемая часть каждого шутера. Их здесь, я бы сказал, очень даже много. Я теперь понимаю, почему здесь проводили так много времени. Системные достижения и какие-то скрытые, что дает еще больше мотивацию на их получение. Ранг. Ну, здесь указаны ребятки, которые каким-то образом выделились. На снайперке, на серии побед 1 на 1. Тут у нас есть чемпион разлома, самый быстрый игрок. Получил себе почетное место в зале славы в 2018 году. Я не скажу, что менюшка слишком большая. Вся необходимая информация, которая тебе нужна, она здесь присутствует. Как бы всех этих переключалок, свистелок, перделок, разной информации не так-то и много, но и немало. Скажем так. Баланс. Переходим на склад. Пушечки, которые мне выдали, до этого у меня их не было. Есть АК навсегда, МК, снайперки, пистолеты, ножи, гранаты и так далее. Как я говорил ранее, я не знаю, за счет чего мне их выдали, какой-то ивент возможный, либо просто раздача перед закрытием. Кто знает, можете написать. Далее у нас тут персонажи, у кого они доступны, скинчики, можете их спокойно одевать. Различные сундучки и многое другое. Причем для режима зомби есть отдельно. Подарки, рынок, удаленная и VIP. На вкладке капсулы сезон завершился, ждем вас в следующем сезоне. Ну, следующего сезона уже по всей видимости не будет, поэтому никто нас ждать не будет. Магазин, он конечно же недоступен, для многих эта вкладка покажется странная, типа просто у нас экранчик и какой-то васечек. И последняя вкладка это рынок. По настройкам у нас следующее. Разрешение экрана стоит почему-то 2560 на 1440, точнее все правильно стоит, но по какой-то причине оно у меня не ставится. У меня по итогу сейчас это Full HD. Соответственно, поставил на высокое, потому что игра не требовательная, конечно же. Клавиши мы можем настроить сразу чувствительность мыши, прицела, в самой менюшке все очень удобно. И плюс есть высокая частота опроса мыши. Слева у нас мое звание, клан, если бы он был, убито, результаты, репутация, очки и КРД. В лобби у нас количество игроков. Я думаю, те, кто играл в Point Blank и другие корейские проекты, вам всем более-менее знакомы значки, все эти анимации и так далее. Как раз посмотрим этот зомби-режим. Что здесь делать, я тоже не знаю. Вот у меня есть такой мечик, который дали. Ну, точнее, что делать? Скорее всего, просто отбиваться от волн. А, я типа зомбя уже, да, получается? Не, ну какой-то фан в принципе есть, да, если ты превращаешься в зомбю и пытаешься убить челиков. Особенно если вы играете в пати, как я говорил уже ранее, это в разы веселее и фановей. Выживание, обычный бой, убейте больше солдат. Да, кстати, эта карта мне очень понравилась. Одна из прикольных. Как и в любом дэтматче, ты по сути просто бегаешь и пытаешься сделать киллы. Можем свапнуть оружие. И уже буду бегать с такими вот ножиками. Есть. Вот именно в этом режиме, да, в нем можно сидеть часами. Все-таки этот матч лично обожаю, мне они нравятся. Поздравляем с повышением, сержант. После получения повышения мы получаем еще и награды. Список наград.
тут сундучки. Допустим, открываем сундучок и выбираем себе доступные награды. В данном случае 4 предмета. Получается как-то так. Игрушка на самом деле даже спустя 15 лет играется очень достойно. Есть множество интересных режимов, интересная и необычная стрельба. Мне она заходит на самом деле. Много в нее денег закинули игроки, но увы. По-моему, 20 февраля закрываются все сервера. Закинуть бабосик уже нельзя, зарегаться новому игроку тоже нельзя. То есть примерно 2 недели старички будут наслаждаться просто игрой. Если у вас остались какие-либо воспоминания об этой игре, положительные либо негативные, можете написать свой опыт игры в Crossfire в комментариях. Мне будет интересно почитать. Покойся с миром, старичок Crossfire.